Очень страшное у нас тут мероприятие, когда на права есть, а опыта вождения нет. Ну, не знаю. Вот он такой. Всем привет! Сегодня я хочу пригласить вас отправиться с нами на экскурсию в национальный парк Тейде. Это одно из самых удивительных мест на острове Тенерифе. Хочу вам рассказать, что было перед началом нашей поездки. Перед началом поездки инструкторы дали нам подписать договор предупреждения о всех рисках. Если вдруг произойдут какие-то несчастные случаи или повреждения квадроциклов, вся ответственность полностью на нас. Также предупредили о том, что съемка телефонов во время езды строго запрещена, так как это довольно-таки опасно. Ну и учитывая тот факт, что Богдан получил водительские права больше 15 лет назад и совершенно не имеет опыта вождения любым транспортным средством, сами понимаете, для меня это мероприятие было довольно волнительным. Да, я еще забыла сказать о том, что нас предупредили, что использование дрона на территории национального парка строго запрещено. Но после инструктажа нам выдали шлемы, и мы начали наш путь. По пути мы проезжаем через поля лавы. Черная лава на фоне зеленых склонов и голубого неба выглядит очень даже необычно. Нам открываются просто фантастические пейзажи. Невзирая на запрет, я все-таки немножко по возможности поснимала телефоном пейзажи, которые мы видим во время поездки, для того, чтобы вы тоже могли это увидеть. И вот мы остановились на стоянке, на которой мы можем видеть вулкан Пикавьеха. Это вулкан с кратером диаметром 800 метров и извергается уже тысячи лет. Последнее извержение произошло 9 июня 1798 года после 2 землетрясений. Все началось с 700-метровой трещины, в которой открылось несколько каналов. На картинке это обозначено буквами A и B. Газы и фрагменты лавы устремились в воздух на высоту более 1000 метров через верхние устья. На картинке показано буквой A. Из нижних каналов на картинке под буквой B хлынули потоки раскаленной лавы. Извержение длилось 92 дня и охватило площадь около 5 километров квадратных. Мельчайшие фрагменты были разнесены ветром на соседние острова Эль-Хьерра и Гран-Канария.
Один из очевидцев произошедшего, Бернардо Коллаген-Фаллоу, описывает это таким образом. Сплошной столб огня и огромные камни сотнями обрушивались друг на друга. Пирамида из клубов густого черного дыма, оглушительный грохот, разносившийся повсюду, насколько можно было слышать, взрывы каждые 10 секунд. Казалось, что сама земля, по которой мы шли, убегала от нас. Сейчас мы только можем представлять, как это все происходило, и думаю, что зрелище было очень впечатляющее, но также и очень страшное. Приехали мы на первую стоянку. Такой здесь вид красивый. Пошли. Глянь, люди на дороге сидят, фоткаются. Да, на дороге прикольно. Я бы так тоже хотела сесть. Вот такая у нас тут группа. Где, на дороге? Тут все вулканическая фигня всякая. Ты видишь? Реди, готовы и отправить. А теперь мы опять движемся дальше и любуемся по дороге ландшафтами, которые открываются нам с обоих сторон дороги. Приехали мы еще на одну стоянку. Вдалеке, правда, не очень близко, вулкан Теде. Пейзаж. Замечательный пейзажик. Горы отличные. Такие прям.
Перед нами вулкан Тейде. Это главный символ острова Тенерифе и самая высокая точка всей Испании. Его высота 3718 метров над уровнем моря. Если считать дна Атлантического океана, то Тейде – один из самых высоких вулканов планеты, почти 7,5 километров в общей высоте. Вулкан Тейде вместе с Пико-Вьеха, который мы видели на прошлой стоянке, и высота которого около 3129 метров над уровнем моря, вместе образуют вулканический комплекс. Последнее извержение Тейде было в 1909 году. Лава вышла через трещину под названием Эль-Чиньера. Тогда потоки лавы остановились всего в нескольких километрах от деревни Герахика, но, к счастью, никого не задели. Тейде не потухший, а спящий вулкан. Он считается активным, просто уже очень давно не извергался. Красиво, да? Там вон дорожка куда-то. Пошли по дорожке. Ну пошли, ну нам же нельзя далеко ходить. Тут только наши пройди. Главное, чтобы квадроцикл оставить. Надо было кепочки надеть нам с тобой. Нельзя снимать, когда едешь на этом квадроцикле. Я там чуть-чуть снимала, сначала пряталась, а потом уже перестала. Да, потом уже перестала прятаться. Сделали замечание, что нельзя снимать.
Ну вот мы уже вернулись в наш отель. И на этом наша экскурсия на квадроциклах в Национальный парк Тейде завершена. Надеюсь, вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. И, пожалуйста, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, так как впереди у нас еще всего много интересного. На этом сегодня я буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. И до новых встреч на нашем канале.